Добрый день, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию первый выпуск дайджеста криптоновостей от сообщества Max Profit. Итак, события, ожидающие нас с 5 по 11 июля. В понедельник Polkadot порадует нас очередным этапом тестирования Polkadot Testnet. 5 июля произойдет запуск книги заказов Polkadot финальной версии тестнета. Тестовая сеть будет открыта для публики, и пользователи смогут опробовать платформу с симуляцией торговли и токенами тестнет. Разработчики обещают в ближайшее время опубликовать подробную информацию о том, как получить токены для тестовой сети. Somnium Spice Cubes. Последний земельный аукцион в этой виртуальной вселенной принес создателям $1,5 миллиона, поэтому они решили не останавливаться на достигнутом и провести еще одну распродажу, которая произойдет с 5 по 31 июля. За 4 недели планируется продать 200 эксклюзивных земельных участков, Worlds NFT всех размеров и одну недвижимость в каждую неделю. Как обычно, люди смогут приобрести все это с помощью Ethereum и Somnium Cube. И как заверяет разработчик, списки Somnium Cube будут размещены по приятно сниженным ценам. Аврора. BitHub проведет делистинг токена Аврора со своей платформы. 3 месяца назад Stacks обсуждали различные варианты объединения сообщества для стейкирования, в которое можно было присоединиться без привязки к хранению, что позволяло зарабатывать биткоин и STX минимум 40 STX. В понедельник, 5 июля, Stacks вновь призывает собраться для обсуждения результатов, а также обсудить предложения по улучшению и обновлению системы. В понедельник, 5 июля, Junko Cash станет доступна для торговли на платформе P2P B2B. Junko – это криптоактив, ориентированный на поддержание экономики в сфере красоты. На Филиппинах у Junko открыто и успешно работают несколько салонов красоты. Платформа Junko нацелена на оказание помощи азиатской экономике посредством финансовых услуг, таких как международные денежные переводы, обмен криптоактивов и онлайн-оффлайн платежи. Также платформа способствует развитию общества путем пожертвований и оказания материальной помощи студентам. Также в понедельник произойдет встреча команды Bitcoin SV в Чикаго с последующей трансляцией через сервис Zoom. Напомню, Bitcoin SV – это хардфорк Bitcoin Cash, ставший самостоятельной веткой в конце 2018 года. Bitcoin Satoshi Vision был создан, чтобы возобновить оригинальный протокол Сатоши и обеспечивать его стабильность и глобальную масштабируемость, тем самым воплощая видение Сатоши Накамото в отношении криптовалюты. Токен универсального магазина для всего, что связано с DeFi, NFT и играми Ethno Network будет добавлен на торговую площадку Max Global в понедельник, 5 июля. Протокол индексации запросов к различным сетям The Graph проведет АМА-сессию для своего испаноговорящего комьюнити в телеграм-чате в этот понедельник. Обсуждение пойдет о делегаторах, это по сути инвесторы, держатели токенов GRT, и о индексаторах. Они же являются валидаторами сети, которым инвесторы передают свои токены за определенное вознаграждение. На платформе Raydium в разделе Accelerator 5 июля состоится пресейл токена SLRS от Solrise Finance. Solrise Finance – это децентрализированный протокол управления фондами и инвестициями на Solana, самом быстром блокчейне на сегодняшний день. В ходе пресейла планируется распродать 2 миллиона токенов SLRS по цене 5 центов за штуку. Моделью распределения выбрана лотерея. Право на участие получили инвесторы, которые стейкали свои токены Ray на платформе Raydium до 28 июня. Каждый полученный при этом билет дает право на покупку 1000 токенов SLRS на сумму $50. Те, кто использует платформу Raydium больше 1 месяца и регулярно предоставлял свою ликвидность, имеют шанс на дополнительные билеты. А вот 6 июля уже откроется пул ликвидности SLRS USDC, за участие в котором инвесторы будут получать награду токен Solrise Finance. Криптовалютная биржа Biloxi в понедельник откроет у себя на площадке торги токеном HMNG.
от Hummingbird Finance. Токен является форком мема Shiba и выпущен якобы для поддержки защитников птичек Колибри. Gummy. Часть Amioca Birds в партнерстве с CoinMarketCap проведут раздачу 50 тысяч токенов Gummy в честь запуска второго мероприятия по стейкингу и объявления о запуске новых продуктов. В понедельник на сайте CoinMarketCap в разделе Airdrops откроется ссылка на Claim форму. Выполнив задание, которое вы автоматически станете участником и сможете претендовать на раздачу. Ссылка на форму также будет в описании к нашему ролику. Во вторник, 6 июля, одного из старейших альткоинов произойдет халвинг. Речь идет о Fittercoin, построенном на базе биткоина, но с более быстрой обработкой блоков. Халвинг, для тех, кто еще не в курсе, это систематическое сокращение вознаграждения майнеров за добытый блок. Халвинг является естественным дефляционным механизмом, влияющим на спрос и предложение на рынке. Swipe. Во вторник запустит Swipe Chain Testnet. Swipe – это инфраструктура карточных платежей для криптовалют, фиата, NFT, сырьевых товаров и цифровых активов. С помощью Swipe компании могут создавать, управлять и распространять виртуальные и физические карты. Работает с Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Также во вторник, 6 июля, состоится IDO Momo Finance на площадке Paid.com. Стартап Momo Protocol завершил раунд частного финансирования, чтобы создать децентрализованное решение для обеспечения ликвидности, которое объединяет несколько рынков. Повышение дефицита ликвидности стало навязчивой идеей среди криптопроектов, появляющихся на сцене и предлагающих все больше и больше новых решений. В то время как большинство проектов довольствуются достижением большей ликвидности, Momo намерена идти до бесконечности. Это предложение явно нашло отклик у венчурных инвесторов, которые уже занесли 2 и 2,5 миллиона долларов, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Теперь Momo будет доступна и для обычных пользователей. Также в этот же день стартует еще один проект на платформе Paid Network, а также на платформах BSCPad и TronPad, а именно Decubate. Decubate – это инвестиционная платформа, управляемая сообществом, которая стремится помочь традиционным стартапам Web 2 перейти к стандартам Web 3. Стоимость токена составляет 1,5 цента и будет распределяться путем лотереи. Во вторник FunctionX запустит свою основную сеть. FunctionX – это экосистема, полностью построена на блокчейне и для него. Все у FunctionX полностью децентрализовано и безопасно. Это означает, что исходный код приложения, протокол передачи и аппаратные средства могут быть частью децентрализованной сети. Фактически каждый бит и байт FunctionX является частью блокчейна. Экосистема FunctionX – это платформа интернет-услуг нового поколения, обеспечивающая инфраструктуру обслуживания за счет улучшения существующих архитектур интернета и блокчейна, сочетая в себе преимущества обоих. Бозон протокол, который стремится объединить деньги, вещи и данные в единой децентрализованной коммерческой структуре, совместно с биржей Crypto.com проведут видео-АМА-сессию 6 июля на YouTube-канале биржи. Energy Web Token 6 июля обновит свою сеть поддержкой обновления Ethereum Berlin. Чуть позже мы еще вернемся к этому проекту, о котором расскажем чуть подробнее. Бен Маура, создатель Evolution NFT, разместит 3 свои работы на аукционе Versus, исключительно для Flow. Бен Маура занимал пост старшего концепт-дизайнера и арт-директора в игровой и киноиндустрии, и последние 12 лет он работал над такими крупными франшизами, как Halo, Call of Duty, Hobbit, Elysium и другие. Аукцион серии Evolution NFT был очень успешным, и за 7 минут торгов более 2500 участников собрали более 2 миллионов долларов. В этот раз аукцион разбит на 3 дня и пройдет с 6 по 8 июля. В этот вторник, 6 июля, сооснователь Origin Protocol Мэтью Ли проведет АМА-сессию в Twitter Spaces, где ответит на вопросы об Origin Protocol. Origin Protocol – это сеть, которая позволяет участникам рынка обмениваться товарами и услугами
через одноранговые P2P сети. Платформа направлена на создание обширного онлайн-рынка, использующего блокчейн Ethereum и файловую систему, чтобы устранить необходимость посредников. Протокол помогает разрабатывать децентрализированные маркетплейсы и приложения для электронной коммерции. Четвертая в мире, самая крупная криптобиржа Kraken во вторник, 6 июля, запустит у себя торговлю токеном Covalent. Напомним, Covalent – это опытная команда разработчиков программных продуктов для ведущих блокчейнов и проектов на них. Также во вторник торговая площадка L-Bank запустит у себя торги токеном NSFW от проекта, выпускающим NFT токены для взрослых XXX Nifty. 6 июля откроется возможность завести токены на площадку, а сами торги откроются 8 июля в четверг. Сеть DOC, которая предоставляет разработчикам инфраструктуру и инструменты для создания приложений для выдачи и проверки учетных записей в блокчейне, которые соответствуют стандартам консорциума всемирной паутины, DOC продолжает выпускать ряд функций для разработчиков, включая создание децентрализованных удостоверений, DID, отзыв учетных данных, привязку блокчейна и многое другое. 6 июля команда DOC проведет AMMA-сессию в телеграм-группе Binance, в рамках которой проведет розыгрыш $1000 в токенах DOC среди участников AMMA. 6 июля Helium проведет процесс активации валидаторов в основной сети. Для запуска валидатора потребуется депозит в размере 10 тысяч HNT и запущенное программное обеспечение узла валидатора. Если у вас нету 10 тысяч токенов, то вы можете делегировать свои токены любому валидатору в обмен на процент от его заработка. Теперь немного о самом Helium. Helium – это экосистема, запустившая первую в мире одноранговую беспроводную сеть, которая работает на блокчейне и которая полностью децентрализована. Сеть создается посредством установки пользователям специальных Wi-Fi точек доступа. Тем самым создается покрытие сети с низким энергопотреблением и предоставляющим доступ для миллионов других устройств. Майнинг криптовалюты в этой сети осуществляется посредством Proof of Coverage, доказательства покрытия. А для использования самой сети пользователям потребуются токены Data Credits, которые создаются путем сжигания токена HNT и привязываются к конкретному аккаунту. Более подробный разбор этого интересного проекта мы выпустим, как только это видео наберет 100 лайков, и мы поймем, что эта тема действительно вас заинтересовала. Команды разработчиков Ethereum Classic проводят работу по подготовке к обновлению сети Magneto. Magneto будет включать в себя функции обновления Ethereum Berlin, оптимизирующие газ и транзакции, а также улучшение безопасности сети. В среду, 7 июля, произойдет обновление сети, подготавливающее ее к хардфорку, который запланирован на 21 июля 2021 года. Основная сеть DOC перейдет на Proof of Stake 7 июля 2021 года. Этот переход будет способствовать дальнейшей децентрализации блокчейна DOC за счет того, что выбор валидатора будет основан на количестве токенов, поставляемых самим валидатором, а также держателями токенов. Будет введена новая структура управления, которая позволит любому, у кого есть токены DOC, голосовать за предлагаемые изменения сети. Также в среду пройдет AMMA-сессия команды Stax с представителями StealthEX, платформы для быстрого и анонимного обмена и покупки криптовалюты. Сессия пройдет на YouTube-канале «Обменник» DeFi Yacht Protocol. Также проведут AMMA-сессию на площадке Chainlink, где расскажут о себе и своем токене. Не так давно, 11 июня этого года, VAX внесли изменения в свою токеномику, в которой они отказались от сжигания токена VAX-P при его преобразовании в VAX-E, токен в сети Ethereum. При этом они также удлинили эпоху. Вместо предыдущих двухнедельных эпох, теперь эпоха будет длиться 4 недели. В эту среду, 7 июля, как раз закончится старая и произойдет переход на новую эпоху. Поэтому VAX напоминает, что награды за стейкинг VAX-E будут вручены тем, кто участвовал в предыдущей эпохе. Борцы за свободу и децентрализацию всех систем управления, а также создатели платформы для разработки различных DAO и систем голосования Aragon в среду, 7 июля, приглашают всех желающих присоединиться к обсуждению их проектов и планов на YouTube-канале Aragon. Торговая платформа на основе блокчейна Zeptogram, где владельцы прав на музыку могут токенизировать свои активы
и где фанаты могут приобрести музыкальные композиции в виде NFT актива, запустит пресейл своего токена на платформе T-Starter в блокчейне Telos. Telos позиционируется как ведущий блокчейн, решающий экологические, социальные и управленческие проблемы человечества. Любой желающий может присоединиться к пресейлу, который проходит с 1 по 8 июля. Минимальный ордер $25. В среду, 7 числа, обменник Bitmart порадует нас листингом Polkadot на своей площадке. Polkadot обещает соединить физический мир с виртуальным с помощью технологии блокчейн. Команда нацелена на привнесение DeFi и NFT технологии в туристический сектор, предлагая децентрализованное приложение, которое позволит любому желающему составить список размещений, экскурсий и других поездок по городу без посредников и технических компаний, получающих прибыль за счет владельцев и клиентов. Pack Protocol в среду выпускает полное обновление сети до версии 0.17.03. Это критическое обновление включает в себя перебазированный код на биткоин 0.17 и содержит в себе множество улучшений, таких как снижение нагрузки на оперативную память, повышение эффективности работы процессора и улучшение безопасности. Pack Protocol – это блокчейн, за основу в котором взята технология блокчейна биткоина, но уже имеющий свою историю развития. Четверг, 8 июля. SoftKey проведет airdrop для держателей токена Key на бирже Binance. Токены необходимо было хранить на аккаунте в период с 28 февраля по 28 июня 2001 года. Также, кто в среднем за 5 месяцев имел на аккаунте Binance более 500 тысяч токенов Key, получит дополнительный дроп по одному токену Key за каждые 60 имеющиеся на балансе. Разработчики EnergyWeb, децентрализованная операционная система, ориентированная на рынке возобновляемых источников энергии и сетевую интеграцию распределенных энергетических ресурсов, проведут совещание в Дискорде на тему стейкинга EnergyWeb токена со своим комьюнити. В пятницу, 9 июля, PivX выпустит обновление кошелька и основной сети, в котором по просьбе сообщества будет добавлен раздел холодного стейкинга. Запущенная в 2016 году без предварительного майна и без организации ICO, PivX – одна из немногих настоящих монет с честным запуском, доступных сегодня. Работает эта монета по технологии Proof of Stake. Децентрализованная сеть индексаторов данных, различных блокчейнов и инструментов преобразования данных OnMarshall в пятницу, 9 июля, подведет итоги конкурса на лучший видеоролик и разделит призовой фонд в размере $10 000 в токенах Marsh. Ну и закрывает наш дайджест новость о том, что в субботу, 10 июля, сервис доходного фермерства Donkey Finance запустит первую стратегию заработка на блокчейне Polygon Matic. Это пополнит список их стратегий и станет уже 5-й по счету стратегией. Это все новости на сегодня. Если выпуск вам понравился, поддержите нас лайком и комментарием. Не забудьте подписаться на канал и пошевелить колокольчик. Также вступайте в наше комьюнити для совместного развития. С вами был Сканер. Всем удачной недели и максимального профита.